И добрый день, наши дорогие зрители. Мы продолжаем наши обзоры, которые уже второй месяц мы ведем, показывая, как мы анализируем графики на TradingView, как мы входим в сделки, какой профит получает наш инопланетный гость, чего мы ожидаем от рынка. И, естественно, все это не финансовая рекомендация, а наши с ним, скажем, общение, взаимные мысли, обмен опытом и, скажем так, хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти долго, иди вместе. Вот мы вместе с инопланетным гостем хотим долго идти, прибыльную стратегию применяя и зарабатывая на дистанции неплохие деньги, чего и вам желаем. Ну, а если вам что-то понравится из нашей стратегии, из того, как мы видим рынок, вы, напомню, не финансовая рекомендация, но тоже можете провести свое исследование, действительно ли у нас рабочие стратегии, и применять для себя тоже во благо. Для этого мы здесь и общаемся. Наш эксперимент мы начали 17 апреля, поэтому как раз это и не финансовая рекомендация, потому что это сугубо наш эксперимент. И вот с 17 апреля мы смогли на монете Link сгенерировать 32%. Освещаем мы по каждый день, кроме воскресенья. В воскресенье отдыхаем. И вот что получилось за последние дни. Попрощались мы с вами в субботу, сделали обзор. В субботу мы говорили о том, что последние сделки были вот тут вот, да, $0.16. Затем вечером в субботу я еще сгенерировал 3 шортовых сделки, они были незначительные, где-то в этом районе. А сегодня получилось закрыть достаточно крупную сделку на $2.25, что составляет 14%. Сделка была в шорт, начиналась она здесь, вошел я здесь и досидел вот до этих пор, до утра, по-моему, 6 утра. Да, затем у меня были еще несколько таких мелких, так как я был в дороге, мелких лонговых. И сейчас зашел, усреднился, сижу. Точка входа составляет у меня 13,94 и жду падения до 13,51. Ты уже научился высиживать в сделке, это замечательно. Однако, мой взгляд на вещи определенные, что как в одну сторону ты мог досидеть немножко дольше, так и в другую. И вот, с одной стороны, в шорт ты вошел, может быть, и правильно, с точки зрения, что у тебя больше получаются шортовые сделки прибыльными, я имею в виду последнюю твою сделку. Но мне кажется, сегодня рынок был в такой неопределенности, и можно было подождать, потому что у тебя хаи и лои обновляются, и это более такой признак, на мой взгляд, лонговый, да, и можно было подождать, пока у тебя пройдет цена ниже уровня смены тренда, это то место, откуда цена пошла к самой высшей точке. У тебя как раз примерно там вход и получается. Завтра мы узнаем результат, да, и потом окажется, что победителей не судят. RSI здесь, по-моему, вот он был на этом уровне, сейчас можем даже точнее посмотреть при входе. Вот он, да, вот тут вот я заходил, да, RSI был направлен вниз, и также показывал мне индикатор. Общая тенденция рынка, да, я еще слежу за биткоином, за объемами и за новостями в том числе. И на самом деле, как я уже сказал, возможно, ты все сделал правильно, за исключением, может быть, нужно было слегка подождать. Я покажу сейчас, что происходит на Мэйджике, чего я от него ожидаю. Как всегда, как я люблю, есть два пути развития событий. Вот у меня пунктиром нанесены те варианты, которые я рассматривал для торговли и отработал, сейчас уже видно, зеленый вариант, но я его прорисовал более перспективно, нежели он может быть. И сейчас я рассматриваю вот такой вариант. Возможно, мы не пробьем эту линию сопротивления в данном случае, которая раньше у нас служила поддержкой, и от нее мы шли к самому нижнему уровню. А в случае, когда мы пробьем, то значит мы пойдем выше, мы можем посмотреть цели, но это не столь важно. Я к чему? К тому, что здесь все было вполне логично. У нас было
условно накопление, да, здесь был уровень, который мы пробили, и на младшем таймфрейме можно увидеть, что было подтверждение выхода над этим уровнем, и можно было входить спокойно в эту лонговую сделку. Но что сейчас я буду предпринимать? Я буду ждать подтверждения того, что мы не смогли пробить этот уровень, либо же подтверждение, что мы смогли пробить этот уровень. Также это будет зависеть от объемов в моменте, когда мы будем проходить этот уровень. Сейчас пока объемов недостаточно, на мой взгляд. Также я буду следить, как и ты, за индикатором. Да? Ну, у меня есть и такой индикатор, который показывал лонг, и такой индикатор, который готовится к шорту. Ну, технически есть два пути, и как будут развиваться события, я в любом случае готов. Если мы здесь подтверждаем выход, то мы будем заходить в лонг. Ну, не мы, а я. И если мы подтверждаем то, что линия этот уровень удержал, то я буду пробовать искать, насколько перспективен будет, скажем, отскок от этого уровня, будет ли он оправдан по риск-прибыли, и на младшем таймфрейме буду искать уровень смены, чтобы, ну, возможно, это будет где-то вот здесь, если ничего не поменяется, в районе 13.01, да, если мы пробьем вот эту вот поддержку, где здесь у нас была волна, потом мы здесь опять оперлись на это место, продолжили движение вверх. Вот, ну, я уже вижу, сейчас было несколько попыток пробития, и как кто смотрит наши обзоры, обычно такой паттерн, да, когда свеча с тенью зеленая, потом свеча красная с чуть меньшей тенью, это для меня обычно, особенно если мы в районе какого-то сильного уровня, обычно является для меня сигналом к развороту. Но пока, возможно, настроение более лонговое, поскольку наш поводырь, биткоин сегодня в хорошем настроении и идет почему-то вверх, да, возможно, все уже привыкли, что он идет вниз, и он идет вверх вопреки тому, что все привыкли. Ну и здесь у меня тоже было два пути. Кто постоянно смотрит, те помнят, я сейчас их перерисовал уже прерывистыми, те линии, которые у меня были, как варианты развития событий. И я уже говорил, что у нас вначале отработал красный, он был вот здесь, не совсем верно потянул, был вот здесь, отработал, потом отработал зеленый сценарий, и сейчас опять возле этой сильной линии у меня было два пути, но пока отрабатывает зеленый. Здесь будет в районе вот этого уровня 108,7 у нас ожидаю сопротивления. Что интересно, кто видел нашу зарисовку из прошлого, вот эту вот бирюзового цвета, по-моему, отрабатывает почти точно по тому, как это было в прошлом цикле. И здесь очень похоже, там можно подвигать, но здесь даже проглядывается голова, плечи, да, но пока это плечо почему-то пошло вверх. Хотя если подвинуть чуть правее, да, то, возможно, это вот это движение. Мы проверяем эту теорию, оправдается она или нет, мы не знаем, но, тем не менее, прошлое, скажем так, накладывает отпечаток на будущее, и какие-то движения из прошлого повторяются на этом рынке, пусть и немного с другой амплитудой. Что меня радует и что меня настораживает, что биткоин растет, это меня радует, а что волатильность падает, это меня настораживает. И как мы уже неоднократно говорили, те, кто смотрит нас постоянно, те знают, что в районе вот этой линии порядка 4 мы ожидаем всегда отскока волатильности, да, но уже второй раз мы ее пробиваем и идем ниже. И это значит, что у нас не волатильные сейчас события, но мы напряглись и ждем. И, как я неоднократно уже говорил на наших встречах, волатильность, она может быть как в сторону роста, так и в сторону снижения цены на биткоине. Хотелось бы, конечно, роста, но есть неперекрытые имбалансы снизу, которые могут быть магнитом для цены. Магниты для цены у нас есть один вот здесь в районе, сейчас 89-200 где-то и до 91. Поэтому вполне возможен вот такой откат. Зависит от того, какие будут новости. На этой неделе новости, среда-четверг. Ну, возможен вот такой вариант.
но возможен и вот такой. Мы готовы с нашим инопланетным гостем к любому варианту. И, как я говорю, всегда готовьте план «Б», и всегда будет у вас возможность перенастроить свою сделку, пусть даже в небольшой минус выйти, но при правильном расчете риск-прибыли у вас сразу же перекроется убыток той прибылью, которую вы получите от следующей сделки. Если я понимаю, доминация остается у нас биткоина достаточно высокая, да? Совершенно верно, да, больше 64,5 даже мы перемахнули. Так что пока так. Большое спасибо тебе за обзор, что делишься своими мыслями, что рассказываешь, какие возможные прогнозы. Опять же, то, что мы каждый день встречаемся и делаем обзор, это помогает тоже выработать определенную систему, стратегию. И все, как мы уже сказали, не финансовая рекомендация. И встретимся завтра.